Всем привет! Меня зовут Нина Заславская. В этом ролике мы обсудим сегодняшние реалии в мире перманента. Давайте немножко углубимся в историю, вспомним 2014 год, тоже такой переломный год для России. И в то время перманент только становился, расходники было не достать, и все стоило очень дорого. На самом деле гораздо дороже даже, чем сейчас. Если вспомнить покупку расходников, один картридж стоил порядка 1000 рублей, пигмент около 5000 рублей. Качественное оборудование было сложно достать, и стоила хорошая машинка, начиная от 1500 евро. Сейчас, конечно, все гораздо доступнее, несмотря на то, что цены выросли на 30%. Сейчас, конечно, много непоняток, и в нашей фирме Permanent Expert тоже мы ломаем голову, какими картриджами сейчас работать, пигменты как заменять и все остальное. Я думаю, этим вопросом задаетесь и вы. Но мы, конечно, нашли решение, потому что любой бизнес адаптируется под реалии. И, например, свои любимые картриджи американские, которые я вам всегда нахваливала, Vertex Nano и Quadron, к сожалению, сейчас в России не достать, поэтому я нашла аналоги и использую, например, на волосковую технику я пользовалась исключительно Vertex. Сейчас я использую картриджи Defender, и они нисколько не уступают, на самом деле, такие же тоненькие линии прорисовывают. То же самое на растушевку. Я сейчас использую картриджи Hanafi, их спокойно достать в России и заказать никаких проблем не составляет. По поводу пигментов. Сейчас очень много российских производителей пигментов, и я также работаю на пигментах Hanafi, поэтому сложностей в поставке никаких не наблюдается. Все нормально. Единственное, конечно, у производителей также повышение цен на 30%, и я думаю, в последующем это отразится на повышении цен на процедуры. Конечно, мы пока притормозили, цены не повышаем, и у нас такая позиция выжидания. Посмотрим, что будет потом. И самая, наверное, такая больная тема для нас – это соцсети и продвижение. Мы все выкладывали в Инстаграм свои работы, постили свою жизнь, и сейчас просто мир рухнул для многих. Но на самом деле это не так. Опять же, вернемся к 2014 году, когда все только начиналось, и мы все сидели ВКонтакте, все также продвигали свои услуги там, и не было никаких проблем, потому что в Инстаграме на тот момент никто не сидел. Сейчас в Инстаграме, как мы знаем, несмотря на то, что можно выйти с VPN, к сожалению, нельзя закинуть денежку на рекламный кабинет и как-то продвигать свои услуги в России. Поэтому пользуемся сторонними соцсетями, такие как Telegram и ВКонтакте. ВКонтакте вы можете спокойно запустить свою рекламу, но там есть определенные сложности, требуется медицинская лицензия для продвижения как раз-таки услуг перманента. Поэтому я советую вам ее сделать. Как раз-таки в свое время, когда мы начинали, мы как раз-таки для этого и сделали медицинскую лицензию, чтобы не возникало никаких проблем с рекламой в соцсетях и также с наружной рекламой, потому что когда вы там выставляете какие-то баннеры, либо рекламируетесь в печатных продукциях, а тогда мы это все делали, и в журналах рекламировались, и на телевидении, конечно, там всегда запрашивают вашу медицинскую лицензию. Если резюмировать и подытожить все то, что я сказала, сейчас, конечно, очень большой рост цен, и непонятно, куда лучше вкладываться, закупаться ли на все деньги оборудованием, поэтому я желаю вам, и я так сама считаю, также делаю, самая лучшая инвестиция – это в себя, в свои знания, поэтому повышайте свое мастерство, доводите свои работы до идеала, и тогда у вас не будет никаких проблем с записью и с клиентами. Хотела напомнить вам, чтобы вы подписывались на мой телеграм-канал, потому что в случае блокировки YouTube все видео я буду публиковать именно там. И помимо этих видео я публикую очень много другой информации именно в телеграм-канале, поэтому подписывайтесь, буду рада. И да, мы пока сохранили только YouTube и телеграм-канал, пока не будет никаких других источников типа Яндекс.Дзен или ВК-видео. Я не хочу, чтобы вы терялись и разбредались по всем каналам, хочу, чтобы все мы были в одном месте. Поэтому подписывайтесь на мой телеграм, буду рада. И помните, что история циклична, и у нас все будет хорошо, самое главное держаться вместе и проходить все это вместе. Пока-пока!